Привет, ребята! Кто меня еще не знает, меня зовут Аня Куцеволова. Блин, Богдан, ну ты испортил нам все начало. Чего вообще за... Переснимать будем, да? Потому что он как будто стоял и ждал вот тут за дверью. Вот сейчас они начнут, и я им все сломаю, блин. Привет, ребята! Кто меня еще не знает, меня зовут Аня Куцеволова, и сегодня мы будем говорить об эксцентрике. Это относится к мотору аппарата и напрямую связано с вылетом иглы. То есть эксцентрик напрямую связан с вылетом иглы. Запомнили, да? Сопоставили. Давайте сначала разберемся, что такое эксцентрик. Эксцентрик — это такая круглая штука в моторе, которая толкает нашу иглу. Сейчас я на примере, на планшете вам хорошо и подробно все объясню. Если мы будем говорить о моторах типа Direct Drive, что такое мотор типа Direct Drive? Это аппарат Solterra, например, аппарат Cheyenne Thunder, аппарат Sol Luna и разные другие аппараты, у которых мотор отдельно от держака. То есть их можно раскрутить и вытащить мотор и держак отдельно, и поставить, например, другой держак, да, другого диаметра. Вот это называется аппараты типа Direct Drive. Запомнили? Можно записать. У вот таких моторов конструкция следующая. У нас есть вот такая вот круглая штука в моторе. Вот здесь его середина. Дальше есть на этой круглой, как круглую штуку плоскую назвать? Блинчики. Ладно, пусть будет блинчик. Короче, здесь есть вот такое отверстие. Вот этот центр, вот это отверстие может быть в разном месте. Если оно с краю, то вот это расстояние, умноженное на 2, пусть это будет А. Я ее буквой А помечу. Вот это расстояние А. Оно как бы умножается на 2, потому что это колесико крутится. Вот. Если оно, например, 2 мм, плюс еще 2, получается 2 плюс 2 равно 4 мм. 4 мм ход иглы у вот такого вот эксцентрика. Какой принцип работы такого мотора? Вот здесь у нас есть такое вот кольцевое движение. Он крутится по кругу. Вот так крутится. И получается, что вот здесь везде вот эта траектория, по которой ходит вот эта наша дырочка, к которой крепится иглотолкатель. Что такое иглотолкатель? Это вот эта палочка. Вот эта палочка, я даже вот так могу крутить, и я чувствую, что она там крутится. Вот она ходит вперед, назад. Выходит она вперед-назад примерно на 4 мм, что соответствует инструкции в Solterra. У нее ход иглы 4 мм как раз. Вот это расстояние от одной точки до другой равно ходу иглы. Вверх, вниз двигается игла. К вот этой дырочке прикреплен иглотолкатель. Я его помечу зеленым цветом. Вот сюда. Вот здесь вот место, которая будет толкать нашу иглу вверх-вниз. Принцип работы в Direct Drive следующий. Скорость на протяжении вот этого хода, она разная. Вот здесь в середине эта скорость будет максимальная. Максимальная 100%. То есть самая высокая скорость, которую мы получаем в момент толкания иглы, 100% ровно посередине хода. Потом, когда она подходит к коже, она плавно замедляется, и как раз-таки, допустим, вот здесь серединка, здесь уже 80% скорость, вот здесь серединка от серединки уже 60% скорость, и вот здесь уже она на нуле практически, 0%, то есть там никакой скорости нет, игла замедляется, застывает как бы немножко в коже и выходит обратно. И за счет вот этого принципа действия мотора Direct Drive у нас получается мягкий удар, мягкий прокол. То есть роторные аппараты, они все имеют мягкий прокол без жесткости.
Что нельзя сказать об индукции? Если мы возьмем, к примеру, индукцию, там, где вот эта штука толкает иглу, то там как раз-таки, если вот эта длина толкания, середина — это 80% скорость, потом 90% скорость, и в конце у нас 100% скорость, и от этого получается очень хлесткий удар у индукции. У ротора же все наоборот, то есть самая большая скорость в серединке нашего движения. Это то, что касается моторов Direct Drive. Если мы будем говорить о пенообразных машинках, там немножко другой принцип. Сегодня я играю в инженера, да? Инженер-конструктор. За предоставленную информацию по техническому, скажем так, конструированию мотора спасибо Владу Бладу. Это тот самый классный человек, который делает мою комету, Влад Блад Айронс. Подписывайтесь на его инстаграм, на инстаграм его продуктов. Они указаны сейчас вот здесь, где-то рядом со мной. И задавайте вопросы, если у вас какие-то еще остались. Влад, тебе спасибо отдельное, потому что то, что он мне рассказал, это почти никто из мастеров перманента не знает. Ну, то есть это реально такая информация, которую может знать только опытный билдер. И, ну, может быть, татуировщики, конечно, и в курсе, что там как есть, но вот именно мастера перманентного макияжа такого не знают. Поэтому, Влад, спасибо. Например, вот наша машина. Ну, пусть это будет Cheyenne Pen, например, да? Вот здесь у него дырка для мотора, и вот здесь у него стоит такая штука, которая называется пьяный подшипник. Она у нас под углом, эта штука. Кстати, в нашем аппарате комета конструкция еще сложнее, чем вот эта конструкция у Cheyenne Pen, потому что ребята из компании Vlad Blad Irons, они супер изобретатели и сделали очень классный мотор, который, кстати, стоит и в нашем аппарате, который скоро будет доступен уже в покупке. Вот, об этом чуть позже. Так вот, Cheyenne Pen у нас следующим образом работает. У нас здесь важен вот этот угол, то есть вот он этот угол, и по отношению вот к такой оси, например, ось X, да, вот этот угол — это и есть длина хода иглы. И точно так же здесь может ход иглы быть как большим, так и маленьким. Если у нас эта дырочка, к которой крепится иглотолкатель с краю, прям очень сильно с краю, вот так, то ход иглы будет большой. То есть вот, смотрите, вот расстояние. Если она ближе к центру, то ход иглы будет очень маленький. И потом она точно так же толкает иглу, то есть вот сюда вниз. Вот так. А здесь, в принципе, Direct Drive то же самое. То есть вот эта штука, она может быть как здесь, так и ближе к центру. То есть, например, здесь или здесь. И, соответственно, вот эта длина, вот этот ход иглы, он может быть как вот такой длины, так и чуть большей длины, так и совсем большой. И от этого меняется, соответственно, длина хода иглы, строка, эксцентрика. Как хотите, так и называйте. Вот это теория. Вот в теории это выглядит так. На практике мы получаем следующую историю. У каждого аппарата ход иглы, эксцентрик заявлен в инструкции. Если не заявлен, то это несколько неправильно, потому что это дезинформация, скажем так, мастера перманентного макияжа. Он не может понять, какой эксцентрик у его мотора. Сейчас разберем, как нам определить, какой же эксцентрик у нашего аппарата. Первое, на что я вам рекомендую обратить внимание, это, конечно же, на инструкцию. Вот возьмем для примера сейчас Soltero. Это достаточно известный аппарат, очень качественный, очень крутой. Ход иглы у него 4 мм. Как я это узнала? Во-первых, это написано в магазине при покупке, строк всегда прописывают. Во-вторых, в каждом аппарате в коробке есть инструкция по эксплуатации. Где-то она большая, где-то маленькая. Я вот нашла, где у нас русский язык. Написано полностью подробно, какие характеристики технические имеет этот аппарат. Если у вашего аппарата такой инструкции нет, то это уже вопрос к производителю. Она может выглядеть по-разному. Это может быть, например, просто вкладыш. На нем тоже написаны все характеристики, строк и так далее. Например, если мы говорим о калорике, вот калорика, тут написано ход иглы 2,5 мм.
Это вот обычная калорика. Потом калорика X, здесь тоже написано, что у нас ход иглы 3,2 мм. То есть это уже чуть подлиннее, да? Например, Cheyenne Solterra 4 мм. Комета 3 мм ход иглы. Если мы будем говорить о Беларе, например, я вот открыла сразу, а тут не написано ничего. Тут написано, что рекомендованная длина вылета иглы от 1,5 до 2 мм. Вот так. От 1,5 до 2 мм, но это не ход иглы, это вылет. И как бы здесь не написано, какой у него ход иглы. Я считаю, что это немножко неправильно. Тут написан рекомендованный вольтаж и вылет иглы. Как бы мастеру все равно нужно знать, какой эксцентрик. Но я знаю, что эксцентрик у него 2,3. 2,3. То есть меньше 2,5 мм. Это короткоходный аппарат. Дальше у меня есть еще короткоходный аппарат. Это Defender Onyx. Они, кстати, смотрите, как похожи с Беларом, очень похожи. У него ход иглы тоже 2,38, то есть почти одинаковый, то есть они очень похожи в плане работы. На что же влияет вообще в принципе ход иглы и как настраивать вылет иглы у каждого аппарата? Давайте сейчас разберемся. Когда мы берем аппарат, вставляем в него картридж, у нас всегда иголка должна прятаться внизу. То есть вот я могу выкрутить свою комету так, что иголка будет видна. У меня вылет иглы будет просто космический. Он равен, наверное, 4 мм. Но так как у меня игла торчит почти на 2 мм из носика в выключенном нерабочем состоянии, я просто не смогу вносить краску в кожу, потому что игла не прячется в носик, не набирает краску и не выходит, не подает ее в кожу. То есть тут важен принцип действия того, чтобы игла у нас пряталась всегда в носик. Вот как только она спряталась, все, это уже рабочий вылет иглы. То есть вы на любом аппарате можете это настроить. И, соответственно, вылет иглы у нас получается где-то 2-2,5 мм. Так как эксцентрик у нас ход иглы 3 мм, это норма. Как бы, если мы будем говорить об аппарате Cheyenne Solterra, самый большой вылет иглы здесь такой, что даже, ну вот я по максимуму выкрутила иголку, и она не выходит из носика. То есть этот аппарат, в принципе, как бы вы его не выкрутили, он всегда будет подавать краску, вы его не выкрутите сильнее. То есть иголка не торчит из носика даже в самом своем коротком состоянии. Вот смотрите, это максимальный вылет иглы, возможный на Solterra. И на этом вылете иглы она уже будет подавать хорошо краску, потому что когда она в выключенном состоянии, в нерабочем, иголка не торчит. Мы можем сделать вылет иглы меньше, вот прям до крошечного. Но если вы его сделаете максимально коротким, максимально закрутите, она у вас будет вот так трещать. Если машинка у вас так трещит, значит, вы сделали слишком маленький вылет, иголка прям совсем не выходит из носика, и вам нужно его удлинить. Это у нас Solterra. Если мы посмотрим сейчас на Belar, у него эксцентрик, помните, я говорила 2,3, значит, он очень-очень-очень короткий ход имеет. Смотрите, насколько в нерабочем состоянии у него можно выкрутить иглу сильно. Она торчит примерно на 1,5-2 мм. Если я включу, то вылет иглы будет примерно 3-4 мм, но на этом вылете, естественно, ни о какой подаче краски речи не идет. Для того, чтобы работала машинка хорошо и подавала краску, как мы уже разобрались, игла должна прятаться в носик. Вот я ее выкрутила так, что она спряталась. Включаю, и вот теперь она выходит буквально на даже меньше, чем 2 мм. То есть вот аппарат короткоходный, он никогда вы не сможете выкрутить его вылет на 3 мм, на 3,5 мм, как в длинноходных, потому что у вас просто не будет выдаваться краска, и вы будете травмировать кожу впустую. Если мы посмотрим на Onyx, у них примерно похожая история. Он тоже выкручивается, но меньше. У него буквально чуть-чуть торчит иголочка в максимально выкрученном состоянии. Вот вылет иглы получается в максимальном состоянии примерно 3-3,5. Вот я прячу иголку
Максимальный вылет иглы, в принципе, как и у Белара, он почти ничем не отличается, и они очень похожи. Но для того, чтобы хорошо подавалась краска в этих аппаратах на латексе, нужно еще немножко выкрутить вылет иглы, то есть еще на полоборота, вот так, чтобы он был немножко поменьше. Иначе краска будет подаваться плохо, и вы будете травмировать кожу сильнее, чем нужно, а краски там не будет просто-напросто оставаться. Надеюсь, что немножечко вам стало понятнее, что такое эксцентрик, что такое ход иглы, строк, на что они влияют и как нам подстроить вылет иглы на том или ином аппарате. То есть вы можете просто посмотреть технические характеристики вашего аппарата. Если они не написаны, вы можете уточнить это у производителя и понять, как с ним работать. И не спрашивать, а какой вылет иглы вы ставите для того или иного аппарата. Это немножко неправильный вопрос. Почему? Потому что это все написано в инструкции. Вы должны, как мастера, понимающие, думающие, умные, знать этот момент и не задавать таких вопросов. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайк. Пишите комментарии, если остались какие-то вопросы, мы обязательно на них ответим. И увидимся на следующих видео. Пока!